Добрый всем вечер. По-моему, я в прямом эфире. И по традиции, друзья, меня зовут Максим, вы на канале Мотомаксимус. Надеюсь, я здесь не один, по-моему, пока один, но я думаю, сейчас кто-нибудь подключит, и мы с вами начнем общение. Зашел я без 1:07. Жду первых гостей и начнем обсуждать тему сегодняшнего дня, тему встречи с вами, друзья, с моими подписчиками. Нас уже с вами почти 3000, мы сегодня об этом поговорим. В общем, давайте, пару минут начнем. Да, и сразу приношу свои извинения за сегодняшний звук, потому что свой любимый большой классный микрофон я забыл в другом где-то пространстве, измерении. Вот. А у меня сегодня такой микрофон попроще, и прошу вас отписаться сразу по поводу того, как меня слышно, насколько это ужасно. Если не сильно ужасно, то окей. Ну, я думаю, нормально будет все. Микрофон похуже, но тем не менее меня должно быть слышно. Прошу вас отписаться, как слышно. Илья Сычев тут. Илья, ну, я не знаю вообще, если когда-нибудь у меня будет на канале, вернее, не если когда-нибудь, а когда у меня на канале будет первый повод отмечать 100 тысяч подписчиков, первые 100 тысяч, я, наверное, право разбить бутылку шампанского оставлю за тобой, потому что ты, по-моему, самый мой верный подписчик уже долгое время и никогда меня не бросаешь. Спасибо тебе большое. 19:00, тем не менее, давайте по звуку и стартуем. Расскажете, что и как. Сейчас у меня последние настроечки, а вы, пожалуйста, отпишитесь мне, что по звуку. Так, ну что, так, Илюха, не реви, все будет нормально, тебе спасибо. О, Юрик, привет, спасибо, что подключились. Понимаю, что вечер воскресный, понимаю, что выходной, и вот благодаря еще этому вам вот двойной респект и уважуха за то, что вы здесь со мной. Глуховато, но в целом пойдет. Глуховато это именно из-за микрофона, ну вот приношу свои извинения. Мой косяк, тот микрофон, который классный, с которым мы всегда прямые эфиры ведем, нет у меня его сейчас рядом с собой, и понял я это за 2 часа до эфира, и уже вариантов не было никаких других. Так, все хорошо по звуку, не фонит, не шипит, нормальный гаражный звук. Ну вот, кстати, да, зато можно прикоснуться, так скажем, прочувствовать атмосферу максимально. А что из вас никто не говорит ничего по поводу вот этого компрометирующего мотоцикла по левую руку от меня? Honda Africa Twin. Илюха, ну твое мнение по поводу того, что это не очень, скажем так, классный мотоцикл, я уже слышал. А если будет интересно, что это за зверь у меня стоит, и что он здесь делает, и зачем он здесь, в общем, и о чем это все, я вам расскажу. Могу сразу сказать, чтобы интригу не томить, нет, это не мой мотоцикл, я не перешел на Africa Twin, я все еще гоняю на своем Yamaha Super Tenere. Вот, пока что на нем. Так, он лучше смотрится в гараже. Да, он вообще офигенно смотрится везде, он, зараза, очень красивый. И вот кто бы что ни говорил, это очень интересный мотоцикл. Вот если коротко, этот мотоцикл дал мне такой билет в будущее, знаете, как Алиса в Зазеркалье. Я прям побывал в будущем и прикоснулся к будущему мотостроению. Это очень крутой мотоцикл, прям, ну, просто пипец. Да, это Africa Adventure Sport, значит, CRF 1100 2021 года модельного. Вот на этом мотоцикле, когда мне его дали на тест-драйв, у него было, по-моему, 900 километров пробега, соответственно, первую 1000 километров на одометре увидел я. Сейчас я там где-то километров 500-600 я проехал за 4 дня.
вообще низкий поклон моему товарищу. Чисто случайно я узнал, что он купил этот мотоцикл. Он не сильный путешественник, и он его купил, у него стоит в гараже. Я говорю, ты зачем его купил? Я говорю, мод такой крутой для путешествий. Все, он говорит, слушай, так понравился, такой красивый, вот прям захотелось мне его. Я его там чуть ли не на колени стал, говорю, дай, я тебя прошу, дай прокачусь, дай сниму обзор, дай сравню с Супер Тенери и все свои мысли покажу ребятам на канале, потому что на самом деле эмоций полно, и знаете, такие вот качели по поводу вот сравнения с Супер Тенери, есть плюсы, есть минусы, и такое тоже есть. Ну, в общем, интересный, неоднозначный мотоцикл. Единственное, что могу сказать, он классный. Он 100% классный, у него стоит Dual Shift, тут это сцепление с двумя корзинами, у него коробка автомат. Понимаю, что у многих это вызовет там такую улыбку и издевку, там, мол, ой, что ты там, зачем тебе автомат? Но, ребята, поверьте мне, для того, чтобы мы с вами дискуссировали по этому поводу, вам нужно на таком мотоцикле прокатиться. Поверьте мне, это, ну, скажем так, я не могу сказать, что это лучше, чем обычная коробка, да, но это новая, интересная очень тема, и это не вариатор на скутере, не путайте, это очень крутая штука. Я сейчас вот буквально сегодня завершил снимать обзор на этот мотоцикл, вымыл его, завтра утром отгоню его хозяину, наснимал очень много видео и постарался показать этот мотоцикл и в движении, и ночью, и днем, и показать его очень крутые LED-фары, все, в общем, как только руки дойдут, соберу видос, будет вам хороший обзор-сравнение с Yamaha Super Tenere. Я прям по полочкам разложил по всем нюансам. С точки зрения путешествий, не то, что, как бы, знаете, что лучше, а что хуже, а, ну, скажем так, кто за белых, кто за красных. Вот. Я Тенери поменял на Африку. Да, Юрик, я видел, а скажи, пожалуйста, а ты Тенери поменял на вот такую же, на Африку, да, с автоматом? Кстати, будет интересно послушать твое мнение. Вот ты сменился и, ну, скажем так, насколько ты счастлив. Понятно, что счастлив, это там, понятно, твой осознанный был выбор, но тем не менее, есть ли какие-то нюансы? Вот, потому что я же говорю, проехал на этом мотоцикле километров 500-600. Если ты уже катаешься больше, дольше, наверняка что-то вылазило. Ну, в общем, расскажи, распиши, может, ребятам будет интересно послушать. Или потом, когда я выпущу обзор, было бы круто, да, там твой какой-то, может, развернутый большой пост почитать под ним. Ну, скажем так, где наши там ощущения совпали, где ты, допустим, немножко по-другому смотришь на все это. Ну, в общем, отпишись, если будет не жалко. Так, Илюха, пулемет рулит, а автомат у него... автомат на него... автомат у него на большого любителя. Ну, не знаю, мне реально понравился. Мотожуки, Андрюха, привет. Привет. Так, Илья, проедь на нем пару тысяч, поймешь. Да, вот на самом деле я могу сказать, вот до того еще, как я выпустил обзор, я могу вам сказать одно. Я сел на этот мотоцикл, проехал на нем, ну, наверное, километров 100, и с каждым километром я вообще не понимал, что это за чушь, этот автомат, когда он как-то переключается черти как, мне постоянно нужно за него что-то делать. Вот он меня начал выбешивать, и, если честно, у меня уже было намерение отдать этот мотоцикл обратно, сказать в обзоре, что фигня это все, и забыть про него. Но потом я доехал до работы, посидел на работе, в обед посмотрел несколько еще обзоров, взял, почитал мануал, сел на этот мотоцикл, настроил его под себя, и он поехал. Он поехал вообще очень интересно. Я заезжал на нем в такой легкий оффроуд, на сыпучку, на камень, на асфальт, в разных режимах потестировал. Ну, только вот в дождь не попало, а так все было супер. И он раскрылся, ребят, он раскрылся. Есть у него один неоспоримый плюс у автомата. Это, скажем так, ну вот если обобщить, там я все это постарался в обзоре разжевать, но если коротко, то автомат дает вам возможность в те дни, когда вы лупите там 1000 километров и больше, и когда под конец дня у вас уже рассеяно внимание, когда вы устали, когда у вас уже, знаете, как рука уже это сцепление маслает весь день, она устала, знаете, как у этого в Бородино, рука бойца колоть устала. Вот когда у вас вот это все, когда левая нога уже затекла щелкать передачи, вот в этот момент, ребятушки, вы заезжаете в какой-нибудь город, там на МКАД куда-нибудь, в пробке,
И вот этот автомат, он просто делает вашу жизнь вот просто, у вас счастье, понимаете? Ну, короче, интересная фишка. Отгоню завтра мотоцикл, повторюсь, и начну собирать. Но сегодня как бы вообще не об этом мотике, просто уникальная возможность поговорить с вами об этом, поэтому я специально вот его закатил в кадр, поставил, чтобы вы увидели. Но те, кто на меня в Инстаграм подписан, вы уже увидели этот мод, многие отписались, там, спасибо за поздравления, но преждевременно, ребят, пока что я ни морально, ни финансово не созрел на смену мотоцикла. И как-то я вам говорил, что на супертенере мне хочется увидеть 100 тысяч километров пробега. Сейчас у меня 76 или 77 уже. И я на зиму затеял перебрать некоторые узлы в супертенере. Я буду разбирать рулевую, вот этот вращение, где вращается стакан этот с подшипниками, потому что у меня появились такие небольшие рывочки при вращении. Я думаю, что у меня, скорее всего, вот в этих подшипниках там уже раковинки набило. И надо разобрать, посмотреть, если это так, я заменю эти подшипники. Конечно, все это сниму, покажу, будет полезный контент на канале. Уже у меня лежит моторная цепь с натяжителем, с успокоителями, с башмаками от нового супертенера, обновленного. Вот этот гидронатяжитель, который не возвращается обратно, его буду менять зимой и полезу, отрегулирую клапана. Поэтому все это будет зимой, будет мне чем заняться и будет вам что показать. А по поводу смены мотоцикла, конечно же, я вращаю эту идею в голове, однозначно кладу вот где-то на полочку в голове, в копилку вот этот мотоцикл, но следующий мотоцикл я очень и очень сильно хочу потестировать BMW GS 1250. Новый, причем хочу потестировать именно тот, который Adventure в максимальной комплектации, и если среди моих зрителей или, может быть, среди ваших друзей где-то здесь, на Ковминводах или на Ставропольском крае, есть такой человек, можно даже на Северном Кавказе, есть такой человек, который готов сделать меня чуточку счастливее и предоставить мне этот мотоцикл на обзор, ему я поклонюсь в ноги и буду очень признателен. Поэтому имейте в виду, если у кого-то стоит новенький 1250 GS, мы можем снять о нем крутое видео, и я буду еще богаче информацией по поводу того, на что же мне со временем переходить. Ну, кстати, новый супертенер я тоже хочу потестировать. Не исключено так, что я, знаете как, хороший враг лучшего, говорят, но тем не менее, возможно, новый супертенер мне так зайдет, что я опять с тенери на тенере 50. Ну ладно, в общем, это все лирика. Давайте почитаем, что пишете. Так, Илья, так, смотрел к покупке, катал на тест-драйве, не мое. Илюха, вот по поводу тест-драйва, я не говорю, это твое или не твое, это однозначно каждый сам для себя решает. Я вот сегодня, вымыв этот мотоцикл, да, и закончив, скажем так, снимать обзор, я вам искренне и честно должен признаться, что на сегодняшний день этот мотоцикл тоже не мое. Сейчас объясню, в каком плане. Я все-таки хочу кардан, я все-таки хочу более широкое сиденье, я хочу более широкую ветрозащиту, но когда я думаю, допустим, о том, что я еду путешествовать по Европе, там, не знаю, по асфальтным дорогам, мне хочется там либо мой тенер, либо, возможно, ГС, хотя я на нем не ездил, но тем не менее. А когда я думаю о том, что я хочу поехать на Памир, вот я сегодня поймал себя на идее, что на Африке, на Памире мне будет намного проще и веселее. Рассказал об этом, обо всем в обзоре, поэтому дождитесь, наберитесь терпения, все расскажу. Давайте перейдем, ребят, к основной нашей теме сегодняшнего вообще стрима. Я хочу с вами со всеми встретиться. Ну, точнее как, это у нас обоюдное с вами желание. Неоднократно уже вы писали и в комментариях под разными видео, и на прямых эфирах задавали вопрос, когда будет встреча с подписчиками. Подписчик какое-то дурацкое слово, мы все мотоциклисты, путешественники, единомышленники. И вот сегодня мне всплыло в голове такое забытое всеми слово из времен Советского Союза — соратники. Вот будем мы, короче, давайте соратниками, так вот я предлагаю. Давайте устроим встречу соратников, единомышленников. В общем, долго я думал, какие это будут числа. Предлагал начало августа, середину августа. Вот кто под моим постом в сообществе отписывался,
у всех разные планы, и вы знаете, как бы не хочется никого, конечно, из вас обидеть, и со всеми из вас хочется познакомиться лично, с кем еще не знаком, но тем не менее вы прекрасно понимаете, что у всех у нас свои жизненные вопросы, нюансы, коллизии, и мы не сможем с вами никогда выбрать идеальное число, под которое бы у всех совпали планы. Ну, это жизнь, и она вносит свои коррективы. Поэтому, подумав хорошенько, я делаю следующее предложение и очень прошу вас и настаиваю на том, чтобы мы на нем утвердились. Те, кто смотрят мой канал давно, вы знаете, у меня есть такое замечательное видео, но во всяком случае мне оно очень нравится, атмосферой того дня и вот, ну, вообще этим днем, ущелье Адырсу. Так вот, в ущелье Адырсу я поехал в прошлом году, это были крайние выходные лета. Это было спонтанное решение, я вечером понял, что вот вечером в пятницу после работы понял, что все, завтра, послезавтра, суббота, воскресенье, 2 крайних выходных лета, лето закончилось, а я там не катался, то все. Я прыгнул на мотоцикл, договорился с семьей и свалил в ущелье Адырсу с ночевкой, получил незабываемые впечатления, там было все, и падение коптера, и плюс 4 утром, в общем, и белка, которая воровала у меня еду, ну, это прям было круто, поэтому вот я думаю, что последние крайние выходные августа 2021 года. Сейчас я вам скажу, какие это будут числа. Это будет 28 и 29 августа 2021 года. Это раз, два, три, четыре. Четвертые выходные. Получается, через 4 недели будут выходные. Еще раз, 28 и 29 августа я предлагаю нам всем с вами собраться. Так, читаем. Максим, добрый день. Когда на Дальний Восток? Приезжайте, закатимся вместе, прокатимся вместе, наверное, по прекрасным местам. Дальний Восток, честно скажу, не планировал пока что, не планировал, но впереди зима, посмотрим, что будет с границами, и не исключено, что поездка в сторону Байкала давно лежала в моей голове, может быть, и до Дальнего Востока доберемся, было бы время, силы и финансы позволяли бы. Так, какой сбор? Вы что? Я не приеду, через границу не пускают. Юрик, вообще на самом деле вот это вот беда у нас по поводу границ, но я тебе должен сказать, что ну, я как бы не готов биться об заклад, но знаю, что пускают. Знаю, что пускают, не всех, не всегда, но проехать можно. Наверное, если ехать вот сюда ниже, там, ближе к Крыму, вот к Ростову, возможно, там Донбасс, вот эти все вопросы, конфликты, там, возможно, не пропустят и меня в вашу сторону, и вас ко мне. А если чуть-чуть выше проехать или уехать в Белоруссию, из Белоруссии в Россию, то вроде как говорят, пускают. Объясню почему. Потому что я, когда ехал на Териберку, на север, я в Карелии встретил парня с Украины, мотоциклиста. Он мне говорил, какая-то центральная часть Украины. Вот, я у него спросил, как границу прошел. Он говорит, да без проблем прошел, говорит, и люди на машинах переезжают, и все. Поэтому, возможно, я как бы, опять же говорю, не утверждаю, что, может быть, у него были какие-то основания, причины, там, не знаю. Но он говорит, я прошел без проблем. Не знаю, ну мы с ним так пересеклись на заправке, поболтали, он в свою сторону поехал, я в свою. Только родственников первой линии. Так, Юрик, ну, я живу 3 километра от границы. Ну, тебе, наверное, виднее, ты, наверное, лучше знаешь. А скажи, пожалуйста, с чем связаны вот эти вот нюансы, что не пускают? Это какие-то политические моменты или это ковид? Это вот из-за ковида. Вот. А пока человек отписывается, я продолжу тему нашей встречи. Повторяюсь, 28-29 августа я предлагаю встретиться здесь, на Северном Кавказе, скажем так, на моей малой родине, и уехать в горы с ночевкой. Значит, как я это вижу? Давайте сразу поясню. Я рассматриваю 2 варианта, как будут разворачиваться наши события. Значит, вариант А. Если наша компания набирается, скажем так, она будет составлять не только из туристических мотоциклов. Если приедут ребята на чопперах, там, не знаю, на ФДЖРах, на Галде, может, кто-то приедет. В общем, если у нас собирается разношерстная публика, то мы выбираем Джилусу. Я предлагаю Джилусу. Это прекрасная дорога, одна из красивейших дорог в России.
от Кисловодска до Джилусу там порядка 90 километров. Мы сможем собраться в Кисловодске. Кто издалека, приедете заранее, встречу вас тут, расселим, поселим в гостишечках, в хостелах. И 28-го утром мы собираемся, запасаемся едой там, еще какими-то вопросами, мелочами. Я постараюсь организовать машину сопровождения, техподдержки, чтобы, если что, можно было там дрова с собой взять, какие-то нюансы еще, потому что на Джилусу там растительности нету и там дров нарубить негде. Вот, и выдвигаемся на Джилусу, там разбиваем лагерь, жарим мясо, отдыхаем, ходим, смотрим водопады, общаемся, все это снимаем, конечно же, запилим классный контент. Если кто-то приедет издалека, было бы интересно взять интервью у людей, у путешественников. Ну, в общем, я думаю, это будет такой интересный сходничок, на котором мы сможем познакомиться, пообщаться. Вот. Соответственно, это если у нас разношерстная публика. Если так случится, что мы собираемся компанией мотоциклов Тур Эндуро там, да, или Эндуро, допустим, вот Африки, в эти супертенери, там, не знаю, какие-то там эти Трансальпы, BMW GS. В общем, если мы собираемся компания людей, которые не боятся легкий оффроуд, то можно повторить вот то самое путешествие мое в ущелье Адырсу. Это очень крутое место, вы увидите рельсово-канатный подъемник, если вы там никогда не были, там очень крутое место, там можно и пешую прогулку организовать, мы возьмем пропуска на базе, там есть знакомые, нам все оформят, и мы с вами, может быть, хайкингом небольшим таким воспользуемся возможностью, пройдемся там до горы Улутау, посмотрим на нее. В общем, ну, это, конечно же, если большинство людей проголосует вот за такой формат встречи. Как мы определимся с форматом, ну, куда поедем, скажем так, ну, давайте у нас план А, это самый как бы основной пока что, на который мы ориентируемся, это все-таки Джилусу. А по мере сбора людей к этим числам, даже если нас там будет 2, 3, 4 человека, мы сможем с вами договориться, куда мы поедем. Может быть, это будет ущелье Адырсу, а если все, кто соберутся, уже были в ущелье Адырсу, есть еще план А, Б, В. Есть еще план В, ущелье Бизинги есть, тоже очень красивое. Я там никогда сам не был, но уже все про него изучил, и это может быть вообще прям такой крутой экскурс туда, это тоже в Кабардино-Балкарии, выдвинемся туда. Значит, по поводу того, как мы будем с вами после прямого эфира договариваться по поводу этой встречи, я в самом начале закрепил сообщение о том, что давайте по итогу мероприятия, кто планирует, там, ну, думает приехать или уже 100% уверен, что на эти даты приедет, пишите мне на мой мобильный телефон, на мой WhatsApp, я оставил наверху свой номер. Повторюсь еще раз, +7 928 37 33 887. Пишите на WhatsApp, я создам группу WhatsApp или в Телеграме, там, ну, где удобнее. Ну, WhatsApp, по-моему, более распространен. Мы создадим группу и уже продолжим общение там, внутри этой группы, и, ну, чтобы мы знали, кто откуда едет, сколько нас человек, обговорили все нюансы, и я готовился к встрече с вами и уже планировал маршрут и нашу стоянку там, где мы с вами станем. Короче, вроде все сказал, что планировал, вроде ничего не забыл. Теперь давайте обратную связь, говорите, вообще нравится идея, не нравится, и будем двигаться дальше. Так, ковид. Юрик вот поясняет, что граница закрыта, ковид не пускают. Юрик, ну у нас те же самые проблемы, нас тоже никуда не пускают. Вот у меня тут под боком Грузия, Азербайджан, кучу маршрутов, которые бы хотел проехать, но беда. Вот. Но на самом деле, если бы ты вырвался, было бы очень круто, я бы был рад встретить тебя здесь. Тем более на этой технике мы смогли тоже еще покататься, потестировать, было бы интересно. Василий Ефремов. Василий, привет, как ты, как жив-здоров? Ты в этом году, по-моему, бьешь все рекорды, вообще не останавливаешь свой ГС, ты, так я понимаю, заезжаешь домой, чтобы его помыть, сменить масло, я не знаю, там, обнять семью и уехать дальше. Ты прям, по-моему, путешествуешь без остановки, красавчик, завидую белой завистью.
Я так думаю, зимой нас ждет куча интересного контента о твоих маршрутах. Предлагаю тебе рассмотреть возможность доехать до меня. Я до тебя не смог доехать, когда проезжал твой край. На севере мы с тобой тоже разминулись из-за моего такого нестандартного выезда. Может быть, получится увидеться на моей земле, если планируешь ехать в конце августа в мою сторону. Давай 28-29 августа мы вот тут вот сейчас планируем собраться, скажем так. Был бы рад тебя тоже видеть. Ты тоже такой интересный человек, интересно путешествуешь. Наверняка нам есть, тебе есть нам что рассказать, а мы с удовольствием это послушаем. Так, Иван Иванов, всем привет. Иван, привет. Так, Юрий, Гесь на пароме пошли на Грузию. Ага, по этой же причине. Я понял, да, я видел его... Это Сергей Гейс, да, по-моему, его зовут. Я видел его пост о том, что он решил паромом уйти на Грузию, потому что через Россию невозможно объехать. Ну, беда. Я очень-очень надеюсь, что 22 год принесет нам все-таки какую-то уже стабилизацию всех этих вопросов с границами, потому что, на самом деле, что-то тяжко, все закрыто. Но, с другой стороны, открываем свою страну, больше катаемся по своей стране, да, но плохо то, что друзья, да, из соседних стран не могут приехать к нам, а мы не можем поехать к ним. Ну, вот это да. Так, а даты пропустил. Василий, даты 28-29 августа. Это крайние выходные лета 2021 года. Предлагаю такой вариант. Много было обсуждений, в какие дни, в какие даты встретиться. Кто-то не может в августе, кто-то не может в сентябре, поэтому давайте вот на таком вот, на рубеже лета и осени встретимся, тем более, что у нас осень всегда очень теплая и сухая, и обычно вот конец августа, сентябрь и порой даже октябрь очень сухие и теплые месяцы. Я надеюсь, что весь дождь, который в этом году нещадно лил на Северном Кавказе, все-таки уже вылился или вот доливаются последние дожди. И в конце августа мы увидим нормальную, клевую погоду, и она позволит нам с вами собраться, пожечь костер и как бы пообщаться, посидеть с палаточками и все остальное. Ну, как бы понятно, что даже если будет дождь, ни сахарный не растаем, но лучше бы, наверное, все-таки было так, чтобы погодка нас побаловала. Илья Сычев, слушай, вот я не слышу твоего ответа на всю эту тему. Ты один из первых мне писал и в личку, и везде мы с тобой обсуждали встречу, да, давай с тебя начнем. Ты говори, приедешь или не приедешь, как у тебя планы? Ты уже успеешь скататься с семьей на море или нет? Так, Юрик, кстати, пишу с кемпинга, катаю по Украине. Ну, красавчик, Юрик. Вот я же говорю, есть возможность посмотреть свою страну, свою родную страну, прокатиться по ней. И, знаешь, те места, куда, может быть, бы так не поехал, сказал бы, поеду там куда-нибудь в Европу или там в сторону России. А так все, границы закрыты, есть возможность прокатиться. Между прочим, я хочу сказать, что на Украине тоже есть что посмотреть, потому что я в 2013 году, мне посчастливилось, и я приехал в Украину и прошел ее всю от Крыма, и вышел по Арабатской стрелке на Геническ, пошел на Умань, до Умани дошел, с Умани пошел на Львов и на Закарпатье посмотрел, вышел в Словакию. Очень я был впечатлен как бы этой поездкой, мне все очень понравилось. Я вообще люблю Украину, у меня и корни оттуда, я уже неоднократно говорил, и Харьковскую область я несколько раз проезжал специально, чтобы там попасть на родину деда, все, и поэтому, мне кажется, на Украине тоже есть что посмотреть однозначно. Так, Илья Сычев, да, успею, готов приехать раньше, помочь руками с организацией, если потребуется. Илюха, спасибо тебе огромное. Я думаю, все будет нормально, Ты, самое главное, приезжай, и мы тут что-нибудь организуем. Что-нибудь придумаем. Да, и, кстати, если вдруг у кого-то сорвется и, допустим, что-то с мотоциклом, да, там, или, какие-то нюансы, обстоятельства, если кто-то соберется ехать на машине, в принципе, мы не гордые, если ты наш друг мотоциклист, но у тебя там какая-то временная ситуация так сложилась, что ты не можешь быть на моте, а едешь на машине, как вариант, почему нет? Приезжайте на машине, если что, у меня есть прицеп,
Он как и мотоэвакуатор сделан, и как грузовой прицеп с тентом. Мы сможем, если что, допустим, в прицеп загрузить весь какой-то наш скраб, который повезем к месту нашей стоянки, там и там дрова и все остальное, и в случае чего там кого-то, если может нужно там мотоцикл эвакуировать или перевести, все на моем прицепе, все это можно сделать. Так, Илюха, а вопрос, моя резина потянет маршрут? Да, Илюха, я вот чуть выше говорил о том, что в любом случае, даже если мы соберемся турендурной такой компанией, вот, ну, опять же, там на Африках, на Гусях, на Супертенере, все вот эти маршруты, они будут лайтовые. Та же самая дорога в ущелье Адерсу, ты видел мой ролик, ты видел ту дорогу, она вполне проходимая, там не нужна никакая злая резина, ты спокойно там проедешь. Она без асфальта, она оффроудная, но ты на супертенере вообще даже играючи ее пройдешь, там тебе не нужна никакая ни шашка, ни елочка, ничего тебе не нужно, вообще все будет ровно. Мы никуда не полезем, ни в какие дебри. Я думал об этом, я думал какими-то интересными перевалами пойти, допустим, тем же Шаукамом или Актопраком, или еще там я один, третий перевал нарыл, сейчас его изучаю, в этом сезоне обязательно его проскочу, но пока проскочу на легком эндуро. Поэтому мы не будем никакой жесткач искать, мы будем выбирать такую дорогу, чтобы все с удовольствием, с кайфом проехали, независимо от своего уровня подготовки, стали палатками, кемпингом, кто-то, может, останется там еще на день, на два, кто-то уедет домой, в общем, ну, сделаем такой средний класс, чтобы каждый доехал без всякого геморроя. Виктор Тарабановский. Виктор, привет. Извиняюсь, забыл, какое число. Катаю по области. Сейчас скину фотки на WhatsApp. Виктор, огромный привет. Виктор, я буду рад, если ты найдешь возможность и приедешь 28-29 августа на встречу соратников, единомышленников. Мы вот сейчас это обсуждаем. Хотим увидеться. Знаю, ты уже бывал дважды в Кисловодске, ты уже бывал на Джилусу, и ты даже в этом году прошел, ну так, если можно так выразиться, по моим следам прошел перевал Шаукам и по моей подсказке перешел перевал Актопрак. Знаю, ты остался доволен, поэтому понимаю, что как бы поедешь в те же места, но тем не менее буду рад тебя видеть, если у тебя получится по времени, по работе, приезжай, увидимся с ребятами, познакомимся, будет классно. Так. Значит, Илюха, обязательно зимой закажу у тебя второй комплект. Илья, вообще не вопрос. Вот, кстати, несколько комплектов турендурной резины у меня лежит. Организуем тебе, вообще не вопрос. Что-нибудь тебе подберем, чтобы ты имел возможность и на такой резине катать. Вот. И я еще, кстати, надеюсь, что Unlast все-таки зайдет. Кстати, вот кому интересно, кто смотрел мои обзоры на Unlast, буквально вот 3-4 дня назад партнеры, мои друзья, скидывали мне примерный прайс того, сколько будут стоить эти колеса в России. Понятно, он пока что очень-очень примерный, он еще не точный, но единственное, что меня порадовало, что эта резина будет стоить, ну, скажем так, однозначно не дороже Митоса. Это уже очень хорошо, потому что я боялся, что эта резина выскочит на ценники топовые, там, Мишлены и всего остального. Нет, она будет в районе Митоса, и если все сложится нормально, и партия пойдет большая, то, соответственно, логистика обойдется дешевле, и резина будет даже чуть-чуть дешевле. В общем, мы уже вот третий комплект сейчас тестирует мой друг. Мы оттестировали на моем мотоцикле Unlast Capra X зубатую. Потом мы оттестировали на FGR, и товарищ катается, продолжает Unlast Capra RD, тоже доволен ей просто до опупения. И сейчас, вот буквально несколько часов назад разговаривал со своим товарищем, мы установили ему Unlast Venta Sport, такие покрышки, они чисто для спортов придуманы, такие горбатенькие, для того, чтобы валяться в поворотах на ней, все. И вот он пару дней катает, говорит, резина пушка. Вот поеду на следующей неделе в среду к нему, будем снимать его в движении, снимать его, у него Honda CBR 600 RR. Вот он там сейчас дубасит где-то по поворотам, тестирует эти покрышки и расскажет мне о них вот буквально через 3-4 дня. Ну а я, соответственно, расскажу потом вам. Так, Илюха, 28-29 августа, Сергей Сыпко. Привет всем, Сергей, привет. Предлагаю написать даты в чате. Многие приходят, спрашивают.
Так, приобрел Африку или на обзор? Так, сейчас Сергей, Африку не приобрел, тоже в начале чата говорил, это Африка моего товарища, дали на обзор, катался на ней 4 дня, масса вообще эмоций от этого мотоцикла, масса впечатлений, все расскажу в обзоре обязательно, ну, чуть-чуть позже, соответственно, контент отснят, теперь надо будет его еще смонтировать, собрать. Вот, Илюха, даты, ну давайте периодически сюда писать в чат, просто чтобы кто заходил, видел обновления, а потом я в названии, когда эфир закончится, в названии эфира я напишу даты нашей встречи, и уже каждый, кто будет уже после просматривать эту запись, сможет понять, и мой телефон я там в записи оставлю, все, чтобы со мной могли связаться. Так, значит, Сергей, тебе ответил. Василий Фремов, нужно протестить анлас, желательно на гусе. Василий, да не вопрос, напишешь мне в личку, мы с тобой друг друга телефоны знаем, напиши мне, что ты по анласу хочешь потестировать. Пока что она еще не продается, пока дают колеса на тест. Если у меня будут покрышки, которые тебе подойдут, я с удовольствием их тебе отправлю, чтобы ты потестил и тоже снял свой обзор. Для меня сейчас и для моих друзей это очень важно. Они, скажем так, критическую массу обзоров набирают, сейчас ищут. Есть еще 4-е направление у Onlus резины. Это резина называется Winter Grip Plus. Это, короче, зимние покрышки. Ну как зимние? Они не шипованные, не для того, чтобы ездить по льду, но они для того, чтобы ездить в межсезонье, когда асфальт холодный и когда он, возможно, чуть-чуть его припорошило снежком. Очень интересные покрышки. В России, я думаю, к ним будет неоднозначное отношение, потому что мы привыкли как ездить. Либо на летней мы фигачим, либо уже там болты вкручиваем себе в колеса и ездим на шипованной резине. А вот турки выпускают зимнюю резину, вот буквально, вон, сейчас смотрю на эти колеса, их я буду искать тоже ближе к зиме, счастливого обладателя, которому отдам эти покрышки, и будем тестировать на мотоцикле. Надо будет найти человека, который не боится кататься по холоду в межсезонье. Кстати, если интересно, могу притащить колеса, показать вам картинку, ну или потом куда-нибудь закину в чат, посмотрите. Вот, так что, Василий, напишешь мне, какие ты хочешь потестировать покрышки. Там есть вот чистый асфальт, это Capra RD, есть 50/50, Capra R, но, правда, я их еще сам в руках не держал, сам жду, вот я их очень хочу потестировать, они вот такая золотая серединка. И Capra X ты видел, Так, Сергей Сыпко, спасибо, да, Сергей, вообще не за что. Так, Илья Сычев, скидывайтесь денежкой, будем скидывать, или каждый везет сам, что будет есть пить. Нет, Илья, я думаю, скидываться деньгами смысла вообще никакого нету, потому что мы едем на природу, как бы с нас никто нигде денег там брать не будет, но единственное, может быть, если мы там выберем на какую-нибудь базу, я же не знаю, куда в итоге нас наша мысль творческая заведет, если мы вдруг попадем на какую-то базу, может быть, на какой-то кемпинг, ну, уже по факту там заплатим за въезд там 50-100 рублей, я не знаю. Да я думаю так, каждый повезет с собой провиант, ну, исходя из своих каких-то предпочтений. Вот. А я на себя возьму, скажем так, организационный момент, я постараюсь обеспечить нас, ну, как минимум, там, дровами, да, и, возможно, каким-то большим навесом, чтобы мы могли там, возможно, какой-то, знаете, вот есть торговые палатки, раскладываются, чтобы мы могли большую какую-то торговую палатку кинуть и под ней все сидеть, ну, на тот случай, если я организую машину сопровождения, которая с нами пойдет. Или же, если мы, допустим, пойдем, у нас соберется тур-эндуро компания, и мы пойдем все-таки на ущелье Адырсу, там есть обалденные навесы уже такие сколоченные, готовые. В принципе, я могу позвонить туда заранее, там за несколько дней попросить друзей, чтобы они этот навесик для нас какой-нибудь один забронировали, зарезервировали, чтобы наша дружная компания, будет зависеть от того, сколько у нас будет человек, чтобы мы там разместились. Плюс ко всему на Адырсу там, кстати, есть и домики, есть эти... Альплагерь есть, и в принципе, если кто-то не особый любитель палаток, или просто нет палатки, или просто не хочет палатку, то там можно в самом Альплагере остановиться. Но лучше, конечно, наверное, банда и общая где-нибудь поставить палаточки и там разместиться. Кстати, если вы посмотрите мое видео вот про поездку в ущелье Адырсу,
Вы там увидите, вот где я поставил свой лагерь, вот буквально за мной там в 10 метрах большой такой здоровенный навес, где белка еду воровала. Вот под этим навесом можно без проблем разместиться, он как бы общий, ну, кто первый встал, того и тапки. Приедем, займем этот навес и будем сидеть под ним, и уже, по сути, погодные условия сильно там влиять на нас не будут. Мы так или иначе сможем там пожарить мясо, разогреть свои какие-то харчи и посидеть, пообщаться. Кстати, кто притащит, я не знаю, гитару, может быть, если у кого есть, я думаю, эта тема зайдет на природе. У меня гитары нету, да и играть я на ней не умею. Так что, Илюх, я думаю, что деньгами скидываться смысла никакого нету. Но это лично мое мнение, потому что, ну, каждый знает сам, что он хочет кушать. Ну и то же самое там по спиртному. Каждый сам знает, что он хочет там выпить. Кто-то, может быть, хочет чаю горячего, кто-то там рюмочку настоечки, кто-то там что-то покрепче. Вот. Поэтому каждый сам ориентируется на себя, а там уже общий стол поставим, я думаю, будет. Я думаю, все будет нормально. Так. Значит, у многих турингистов нет палаток. Думаю, оптимально будет выбрать направление с возможностью размещения вне кемпинга. Но ты имеешь в виду, что у всех есть палатки, и все мы сможем разместиться в палатках, да? Я правильно понимаю? Ну, вообще изначально, да, изначально как бы я делаю упор на то, что мы именно где-то станем лагерем, дикарями, там не кемпинг, ничего, вот, допустим, ну вот на Джилусу кто был, приезжаешь, там просто куча места, там, ну где-то можно ставить палатки, где-то нет, просто где-то мы лагерем палатки в круг там поставим, мотики поставим, в центре у нас будет костер, и мы там, соответственно, ну, будем кайфовать, сидеть, да. Я как бы вас не призываю на какие-то базы буриться, просто я говорю о том, что если мы будем в ущелье Адерсу, там есть еще и такая инфраструктура, может быть, кому-то это будет интересно. Так, Василий Ефремов, как редуктор себя чувствует на тенере? Офигенно чувствует, Василий. Все я собрал нормально. Меня там начали пужать о том, что вот эту вот гайку, которую я пневмопистолетом закручивал, что ее, значит, нужно только динамометрическим ключом затягивать, и пятое, и десятое. Вот, ну, по факту, знаешь как, я ее пистолетом так затянул, что она даже попала на то место, на котором она была закернена. Я ее также закернил, все стоит. Ну, знаешь как, из изменений, о которых можно говорить, это только пропала течь масла. Но мне кажется, что редуктор стал работать четче, мягче, что я там, значит, все помыл, смазал. Ну, может быть, это чистая психология, знаешь, как когда помоешь мотоцикл, тебе кажется, что он мягче едет и легче. Вот. Может быть так, а может быть на самом деле все эти, в любом случае, на крестовине и здесь, на стакане, на этом зубцами, везде эти соединения все-таки там и смазка уже разбомбилась за 10 лет, и все, я там новое литольчика везде набил, там все смазал, все четенько собрал. Езжу, кайфую, проблем нет никаких, все четко. Поэтому, думаю, вот надо следующие сальники заказывать. Ну, как минимум, вот выходной сальник на колесо нужно заказать, чтобы он лежал, потому что, я же повторюсь, у меня сейчас 76 тысяч пробега, я хочу на мотоцикле увидеть 100. И вот по моей такой математическим вычислениям, вот этот сальник большой, который мы в этот раз не меняли, он течет раз 30 тысяч, 30 потек, 60 потек, следующее, по идее, там в 90. К 90 тысячам нужно будет запастись сальником, чтобы я мог его поменять. Вот, а так все нормально. В очередной раз убедился, что Yamaha очень ремонтопригодна, очень все просто, понятно и классно. Вот. А как, кстати, BMW GS 1250, я вот тут давеча рассказывал, что нашелся бы человек, который дал бы мне такой мотоцикл на обзор, чтобы у меня был, знаешь, такой в голове полный комплект. Знания по супертенере есть, опыт есть, 10 лет, могу уже преподавать в институте супертенере. Вот теперь есть знания, ощущения от Honda Africa Twin, да, интересный тоже мотоцикл. Теперь хочу попробовать вот еще BMW GS. Триумф не рассматриваю вообще как мотоцикл, это такой Евромото я вообще никогда не рассматривал. Ни Дукати, ни Триумф, ни Мультистраду, ни вот этот вот Тайгер. Я это точно не хочу себе, потому что это будет... Во-первых, они мне не нравятся, во-вторых, не моя эта техника. Вот. На самом деле вот у меня такие вот три флагмана, которые я вижу. Это Super Tenere обновленный, BMW GS 1250 обновленный и вот Honda Africa Twin. Ну, если смотреть на Африку Twin, она, конечно же, сразу же проигрывает отсутствием кардана.
Но есть у нее и плюсы определенные, которыми она победит и Super Tenere, и GS. Это я имею в виду колеса 18 зад, 21 перед. Это хода подвесок очень мягкие, которые на оффроуде, конечно же, в плюс, а на асфальте это, ну, надо признаться, минус. Этот мотоцикл, кстати, безумно клюет. Если пользоваться только передним тормозом, он вас будет пугать при резких торможениях. Меня, во всяком случае, пугал. Вот. И что еще? И вот эта коробка автоматическая, это, конечно, это благо. Это благо, но вопрос только, нужно оно вам или нет. Так, значит так, Илюха, что ты пишешь? Ну, выбор, чтобы был. Я за палатки, а если нет, у кого пошел в домик. Да, Илюха, однозначно, да. Это классно, вот так и будет. Но я думаю, у всех будет палатка. Так, Илюха, нужно будет голосование выложить сразу, все будет ясно по направлению поездки и количеству соратников. Илья, я же еще раз говорю, вот все те, кто посмотрят этот эфир, я сейчас еще в сообществе по итогу эфира выложу информацию, краткое резюме по поводу чего мы с вами договорились. Все очень просто. Если вам интересно увидеться со мной и со всеми ребятами, со всеми соратниками с канала 28-29 августа здесь, на Северном Кавказе, прошу вас писать мне на мой личный телефон, на WhatsApp. Мы там создадим группу, и все уже вместе в этой группе будем оперативно общаться, потому что на YouTube все равно это не так удобно. А в WhatsApp, я думаю, это будет офигенно. У нас у всех телефоны есть. Мы там все обсудим. Направление, ночевку, детали, продукты, машинотехподдержки, кого встретить, кого проводить. Все организуем. Все там, я думаю, будет. Самое главное принять решение. Вам охота видеть мою рожу 28-29 или нет? Если охота, пишите, там уже договоримся. Так, Василий. Нет, не Василий. Да, Василий. 20 тысяч километров, все нормально. Во вторник на ТО. Это ты про ГС. Про ГС говоришь. Слушай, как бы на самом деле это мы уже тут харчами перебираем, чего же нам хочется. То ли нам хочется вот этого, то ли нам хочется вот этого. Раньше у нас выбор был намного меньше. Или Иш, или Яв. Не, еще был ПС. Вот. Да, сейчас мы перебираем харчами, и мне кажется, какой ты мотоцикл не возьмешь, что этот новый, да, что ГС, ты в любом случае получишь массу офигенных, положительных, крутых эмоций. Вопрос только, когда не было ничего, и ты берешь, ты от любого обалдеешь. А вот мы вот такие вот уже, нам надо что-то вот, чтобы соответствовало именно нашему нашим хотелочкам. Я думаю, рано или поздно все мы подберем то, чего мы хотим. Василий, я рад, что тебя радует твой мотоцикл. Вот у меня под Super Tenere он меня уже 10 лет радует. Вот я 10 лет благодарен этому мотоциклу за те все километры, за те все эмоции, которые он мне подарил. И я уверен, и ГС тоже обалденный мотоцикл, кто бы там что ни говорил. У меня, кстати, недавно вот по поводу ГСа. В поддержку Василию сейчас скажу, Василий сразу скажет: все, респект, Макс, спасибо за поддержку. Многие же начинают там, и Василию, по-моему, писали: ой, BMW, там, ломучее говно, дорогое, там, 5-10, нафиг ты на него пересел, там. Вы знаете, как существует вот этот миф о сумасшедшей дороговизне BMW и его неремонтопригодности, отваливающихся там карданов и все остального. Но я вам должен сказать, что буквально, там, не знаю сколько, месяц, может быть, назад у меня в гостях в Кисловодске здесь был Алексей Мотослон Рус. Все вы его знаете, у него есть канал, и Алексей очень серьезный путешественник, он очень много где побывал, вот у него последнее крутое путешествие – это Африка. Алексей со своим ГСом, у него 1200 Adventure, у него не обновленная версия, он был вот здесь вот в моем гараже, и мы с ним, наверное, часов с 7 вечера и до часу ночи мы с ним за чашкой кофе сидели, значит, и обсуждали, сравнивали ГС, Super Tenere, вообще другие мотоциклы. И вот после разговора с ним я очень сильно изменил свое мнение о ГСах. Точнее как, не то, что изменил, я очень много нового и интересного узнал о мотоциклах ГС. И я склонен верить словам Алексея, потому что он на минуточку на своем ГСе прошел уже почти 200 тысяч километров. 197 тысяч, по-моему, вот он ко мне в гараж заехал, у него 197 тысяч было километров на мотоцикл на пробеге. И он очень много интересного всего рассказал. У меня есть видео нашего общения, нашей встречи, я встречал целую группу, и
когда-нибудь ближе к зиме я вам выкину такую небольшую коллаборацию. Меня и Алексея, мы там общались по поводу этих двух мотоциклов. Многое, конечно, осталось за кадром, но я постараюсь за кадровым голосом вам рассказать все то, о чем мы здесь до часу ночи говорили, и все то, к чему мы в итоге пришли. Поэтому ГС тоже очень интересный и очень неоднозначный мотоцикл. Так, Илюха, многие только пришли, поэтому и повторяюсь. Илюха, не вопрос, повторяйся. Я думаю, повторение, мать учения. Можем еще, вот я могу повториться. 28-го, 20... Так, где у меня тут, что у меня тут не работает что-то, что ли? Клавиатурка не работает. 28-29 августа 2021 года встреча соратников с ночевкой. Всем желающим писать мне на WhatsApp. Так, по-русски напишу. И повторю свой номер. Плюс 7 928 37 33 887. Создадим группу, пишите мне: здрасте, я хочу с вами тусануть. Я ваш номер добавляю в группу, так ее и назову, 28-29 августа 2021 года встреча, и там уже продолжим наши все с вами обсуждения. Так, Василий, Honda подвески на Хонде как на Adventure, только гусь не клюет. Honda с автоматической коробкой. Конечно, интересно, но все остальное не мое. Но каждому свое, все моты хороши. Да, Василий, однозначно все моты хороши. И я тебе, кстати, еще хочу сказать, что вот, допустим, по ощущениям от управления мотоциклом Super Tenere и, я думаю, GS, есть такой определенный вот прям фундамент передвижения. Это то, что у нас одинаковые колеса, там 17 зад, 19 перед. А вот у этого мотоцикла, у него классика эндуро, у него 18 колесо сзади и 21 спереди. Причем вот на модели 21 года она уже бескамерная, и она позволяет тебе обуть его практически в любую резину. И он едет, вот я съезжал на нем на бездорожье, и вот надо, ну, что там греха таить, надо признаться, что он намного легче в управлении на бездорожье, нежели Super Tenere, и я думаю, нежели гусь, потому что Super Tenere и гусь, они все-таки такие более чуть пониже и чуть потяжелее мотоциклы, такие они пофундаментальные. Этот все-таки как комарик, он такой чуть полегче, хотя он тоже, ну, далеко не легкий. Есть обзоры, в которых наглядно показывается, что поднять Африку Твин, упавшую на бок, намного сложнее, чем поднять ГС. Допустим, потому что ГС ложится там под 45 градусов, у меня Tenere тоже приблизительно так же ложится за счет доработанных дуг. А вот эта зараза, если ляжет на бок, вы ее хрен поднимете. Она очень высокая и тяжелая. Ну, как бы вот тут тоже нюансы есть у этого мотоцикла. Но на бездорожье он веселее едет. Вот, допустим, ну, мне во всяком случае на нем было легче. Я причем прям так один день на нем выехал, приехал, взял Super Tenere, поехал на Super Tenere, проехал, потом опять на нем. Я вот прям вот так досконально сравнивал. И фишка есть все-таки в нем, однозначно есть. Именно внедорожная. Но вы за эту внедорожную фишку вы расплачиваетесь на асфальте. Потому что, я же говорю, он клюет как зараза, и он не так... знаете, вот от Super Tenere у меня ощущение, как от тепловоза, когда он по трассе идет, он прям как бронепоезд идет. Мне кажется, от ГС такие же ощущения на трассе. Этот на трассе чуть другой, он поуже, у него ветрозащита похуже. Но мотоцикл классный, спора нет. Но вот если в сравнении, то он чуть-чуть другой. Так, Юрик, все мотоциклы хороши, на которые денег хватает. Покупайте и катайте. Жизнь одна. Юрик, философски рассуждаешь. Поддерживаю полностью. Вот мне тоже говорят постоянно там типа, что ты катаешь, там что-то смени. Я говорю, ребят, да была бы возможность, давно сменил. Вот на данный момент я не могу сменить. И я благодарен вообще небесам, что у меня есть этот мотоцикл, и я могу на нем кататься. Он на самом деле офигенный. Вот если так вот между нами, девочками там, это все обсудить, но многие ребята мечтают о таком мотоцикле, и слава богу, что они у нас есть, и мы можем на них катать. Поэтому надо быть благодарным всему, что к нам приходит в этой жизни. Так, Ильяс, что-то мы
больше виды техники обсуждаем, чем встречу, а в чате тишина. Кстати, да, может быть, кто-нибудь отпишется, кроме нас с Ильей, вообще кто-нибудь вот на сегодняшний момент рассматривает вариант приезда сюда, на Ковминводы 28-29 числа, чтобы отсюда стартануть с ночевкой в горы. Или мы с Илюхой вдвоем. Ну, как бы, Илюха, в любом случае мы с тобой вдвоем попрем. Это вообще не вопрос. И я вам даже так скажу, даже если так карта ляжет, что никто не приедет, ну, всякое в жизни бывает. Может, хотели, но не получилось там, да. Вот, то я один попру. Я один попру, потому что это будут крайние выходные лета, и я хочу такое сделать хорошей традицией. Каждые крайние выходные лета где-нибудь в горах провожать вот такой вот летний сезон. У нас на самом деле еще и осень очень теплая и кайфовая, и мы еще активно катаемся и осенью, и сентябрь, и октябрь. Но, тем не менее, вот такую вот небольшую галочку закрыть летний сезон поставить надо. Поэтому поддерживаю Илью, отпишитесь. Да, я планирую. Василий, отлично, отлично. Плюс 1 в нашей копилочке. А давайте, пока народ сейчас нам отписывается, я вот прямо сейчас, чтобы все, скажем так, понимали серьезность наших намерений, я прямо сейчас, ребят, давайте я прямо сейчас создам чат. Вот новая группа, прямо при вас создаю. Значит, в нее добавляю, значит, Илюху, Илья Сычев. Так, Илья есть. Добавляю Василия Ефремова. Ефремов Василий, есть такой у меня тоже человек в телефоне. Да, я планирую, писал, не заметил. Василий, прости. Так, Мэрей, Мизанда, слышно хорошо. Спасибо большое. Это кто-то подключился только. Ну вот пока ты да я, да мы с тобой, нас пока 3 человека, я, Илья и Василий. Создаю новую группу. Называем ее 28-29 августа 2021 года. Вот, пока так назовем, а там прикрепим фотографию, все прикрепим, все будем общаться. Все, парни, история пишется уже сегодня. Все, группа создана, в ней 3 участника. После эфира продолжим наше общение там. Ну и, соответственно, все, у кого будет возможность, пишите, подключайтесь. Буду туда вас всех добавлять и будем там уже писаться, общаться. Ну, только единственная просьба, да, если вы на самом деле решили приехать, ну, добавляйтесь в чат и будем все это обсуждать. Если вам просто скучно и вы не собираетесь никуда ехать, но просто охота с нами потрындеть, ну, давайте лучше здесь где-нибудь в сообществе или там в Инстаграме, но в чат не будем забивать информацией. Так, Александр Бучков, кажется, если не ошибаюсь. Мотобратья, приветствую всех. Жаль, что не удастся подтянуться к вам на вечеринку в указанные даты на вахте в море до 4 сентября. Придется после в одиночное отправиться на вершину Кавказа. Слушай, ну на вершину Кавказа на мотоцикле ты точно не заедешь, это я тебе 100% даю. Вот, ну к подножью Кавказа с разных, к подножью самой высокой горы на Кавказе, это гора Эльбрус, к подножью подъехать можно, ну, если уж так сложится, что с нами не встретишься, а приедешь попозже, я в сентябре вроде сильно никуда соскакивать не планирую, буду здесь, поэтому пиши, звони, чем смогу, помогу, встретим, направления как минимум интересные покажем. Хорошо вам провести встречу. Спасибо, мы постараемся. Нас уже 3 тополя на плющихе, как сказать так. Вот, так что я думаю, ну точно что-нибудь из этого получится. Ну вот пока что мы собираемся 2 тенери и 1 ГС. И в принципе нам, ну практически любое ущелье, любые маршруты такие вот нам открыты. И Безинги, и Адерсу, и Джилусу. Будем решать, будем выбирать. В общем, куда поедем. Единственное, ребят, я предлагаю, если есть какие-то вопросы, давайте, задавайте, буду сейчас на них отвечать. Если вопросов нету, я сегодня предлагаю эфир сделать чуть короче, чем обычно. Мы обычно 2 часа сидим, вот, а сегодня предлагаю часик и закругляться. Почему? Потому что у меня вчера у моего сына родного был день рождения. У моего бойца 8 лет пацану исполнилось, и вот вчера с ним день провел, ну и сегодня еще просит пацан внимания, поэтому я сейчас вот он меня на часик отпустил с вами пообщаться, говорит, пап, давай часик и потом возвращайся. Есть у него там ко мне какие-то разговоры, дела, в общем, надо парню время уделить, это обязательно. Так,
Василий Ефремов, нам больше достанется. Василий, нам по-любому всем нормально все достанется, и красоты, и впечатлений, и всего. Будет все классно. Так, наш друг, продавший Тенери, собирается присоединиться. Я не знаю, Анзор, смотришь ли ты нас? С нами ли ты, брат наш? Есть у нас хороший товарищ, да, Анзор. Мы тогда, помните, когда глушитель ему пилили, на 3 супертенере катали. Анзор продал свой супертенери, чем разбил мне сердце, признаюсь честно. Подался он в хард эндуро, берет какие-то призовые места, молодец, поздравляю его с этим. Но, возможно, Анзор откопает где-нибудь какой-нибудь тур-эндуро мотоцикл на пару дней и присоединится к нам, примчит. Я задам ему этот вопрос, потому что прямой эфир он сейчас вряд ли смотрит. А вот, Илюха, давай его подолбим с тобой в WhatsApp сообщениями. Может, примчит он, посмотрим. Так, с днюхой. Спасибо, Василий, спасибо. Да, пацану вчера отметили день рождения. Довольный как слон. В общем, подарили ему этот металлоискатель. Он вот у меня увлекается всей археологией, вот любит там что-то искать, разыскивать. У нас возле Кисловодска недавно работали археологи. У нас сейчас прокладывают большую дорогу, делают от Минвод до Кисловодска, расширяют, строят. Ну и, видать, перед тем, как ее асфальтом закатать, там где-то ковырялись археологи. Так я ему сказал, говорю, сынок, ты знаешь, там археологи копаются. Он говорит, он мне всю голову прожал, папа, пожалуйста, свози меня к ним. Мы с ним поехали туда. Как раз так подъехали, там был кто-то из старшего, из руководства. Я подошел, говорю, слушайте, пацан увлекается, можно он там пойдет посмотрит? Они говорят, да, без проблем. Завели его туда, вот где они все это раскапывают, там какие-то куски амфор 4 века ему показывали, то есть не 4000 лет этим там. Ну, в общем, короче, он был в таком восторге, и вот мы с семьей подарили пацану, ну, такой детский пока что, такой подростковый металлоискатель. Он уже все, он уже готов мне весь двор перекопать в поисках клада, ну, короче... Сын доволен, это самое главное. Так, Виктор Тарабановский. Берите Трансальп, не ошибетесь. Вчера упал, ногу придавило, еле вылез. Хвала мотоботам. Слушай, Виктор, ну это тогда не Трансальп надо брать, а мотоботы надо хорошие брать. Ты, скорее всего, об этом нам повествовал. А придавить может любым мотоциклом совершенно. Вот. Поэтому лучше про мотоботы нам расскажи, что за мотоботы и как они отработали, как они спасли тебе ногу. Вот. Давай Виктор, а чего ты говоришь о тебя в группу? Ну, давай тебя добавлю в группу, у тебя получится поехать? Так, вот ты мне пишешь, в августе, к величайшему сожалению, приехать не получится, хотя очень хочется. Слушай, ну а что тебя в группу буду добавлять, если ты к нам не едешь? Или ты планируешь все-таки, оставляешь шанс, что ты доедешь до нас? Ты давай, ну в общем, мне в личном сообщении отпишись, если у тебя есть шанс, что ты приедешь, давай добавлю в группу вообще без проблем. Вот еще, кстати, Андрей пишет, привет, меня добавь, я как раз с Крыма приеду. Все, вот Андрей из Пятигорска, тоже товарищ к нам подключается, тоже поедет с нами. Сейчас я его подключу. Дочь, что ты хотела? Я занят. Хорошо, у меня тут еще сына день рождения, дочь вот пришла, тут целая делегация у меня, все семейство пришло. Вы хотите в прямой эфир, ребята? Семья хочет поучаствовать. Так, значит, Андрей из Пятигорск добавляю сейчас тебя. Так. Так, что-то, короче, ладно. Андрюха, добавлю чуть попозже, что-то WhatsApp у меня тут брыкается и все остальное. Так, Илюха, по металлопоиску обращайтесь, сыну подскажем, расскажем. Да, Илюх, ну он пока так учится, ходит. Ему пока сам процесс. Не, ну может что-нибудь найдет когда-нибудь. Я говорю, сынок, ты если что-нибудь найдешь, говорю, сразу главное никому не говори, папе только скажи и все. У тебя все хорошо будет, у папы новый мотоцикл появится. Можно будет даже с работы уйти, может быть. Пускай ищет, может что найдет, но пока, конечно, процесс. Пока, я думаю, он перекопает мне весь двор, вот, а потом пойдем искать дальше. Так, ну что, ребят, какие еще вопросы по встрече, по нюансам? Ну, по сути, как бы
вы знаете, если честно, я не вижу смысла усложнять как-то этот момент. Ну, чего сложного нам встретиться, экспром там и с палатками куда-то ломануться. Ну, блин. Да ничего сложного. Единственное, да, если нас будет сильно много, и мы поедем в ту же Джелусу, единственное, у меня сразу в голове возникает мысль о дровах, потому что костер мы будем жечь, ну, если не всю ночь, как минимум по полночи, да, там и готовить что-то, и просто греться у костра, вот. Поэтому дров нужно будет много, на Джелусу растительности нету, дров нету, поэтому я буду думать что-то по машине тех поддержки, сопровождения, которая привезет нам дрова. Вот как-то так. Так, главное не статью найти. Василий, не, ну мы же законопослушные граждане, ты что? Мы же сразу все, что найдем, как в бриллиантовой руке, все сдадим государству сразу же. Ты что, в тот же день, Василий. Так ты же понимаешь, что как иначе, только так. Да, все понятно, ясно, я озвучил, остальное в чате обсудим. Да, ребят, давайте так. Вот, в принципе, я же говорю, повторюсь, ничего проблематичного не будет. Василий Ефремов, я в доле. Василий, ну, давай, что тебе, ништяки на ГС какие-то, да, еще нужны или что? Давай, вначале мне ГС возьмем, а потом тебе что-нибудь возьмем. Как накопаем. Можно, кстати, будет на встречу с подписчиками, с соратниками взять металлоискатель, там пошукаем что-нибудь, может, откопаем, и не на 2 дня, там, а на 2 недели там загудим, понимаете, на этом месте, где мы будем. В общем, ребят, вроде бы неоднократно уже в группу я написал по поводу того, где мы соберемся и как мы соберемся. Еще раз в завершении эфира давайте... Повторюсь, планируем мы встречу соратников на 28 на 29 августа 2021 года. Это будут крайние выходные лета. Приглашаем мы всех людей, больных мотоциклами, путешествиями, и всех, кто смотрит мой канал или не смотрит мой канал, там всех друзей. В общем, техника может быть совершенно любой, которая может ехать там в районе 100 км в час. Там, соответственно, будь то чоппер, будь то турист, будь то там на Джелусу, даже на спортбайке можно доехать. В общем, если вам все это интересно и нравится, вы готовы встретиться с палаточками, с костерком, с кофеечком, пообщаться, посидеть. И если мы туда, в принципе, рано приедем, у нас будет даже время и погуляем там, сходим на водопад Султан, сходим, возможно, искупаемся в источниках на Джелусу. Ну, в общем, время мы там проведем, я думаю, нормально. Если вам все это интересно, пишите мне на WhatsApp, на мой личный, меня зовут Максим, кто не знает. Я добавлю вас в группу, познакомимся все там, и уже у нас с вами, в принципе, месяц практически. Мы за этот месяц все обговорим, кого где встречаем, кого как провожаем, что с собой берем, что с собой не берем, кого с собой берем, да, вот, и стартанем, да, проводим так... Дюжи гарно проводим это лето, друзья. Вот я вот так предлагаю. А глядишь, вот как прямые эфиры у нас с вами стали хорошей, доброй традицией. И даже несмотря на то, что сегодня воскресенье, вечер, все равно люди находят время и возможность прийти, пообщаться, меня поддержать. Вот за это вот прям вам огромное спасибо. Глядишь, получится так, что и провожать лето на Кавказе, на Кавказских минеральных водах, в горах, да с палаточкой, да под звездным небом станет тоже нашей с вами хорошей традицией. Готов ежегодно это все поддерживать и организовывать. Я думаю, это будет классно. В общем, друзья, всем спасибо за то, что подключились, за то, что были со мной. Жду ваших решений по поводу нашей встречи. Ну и по традиции, друзья, путешествуйте. И всем добра. Все, всем пока. Выключаюсь.